Как удалить пень? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Если корчевание по какой-либо причине вам не подходит, а пнедробильной фрезеровальной машины у вас тоже нет, то остается буквально пара способов относительно быстрого удаления пней. Первый способ заключается в сжигании пня, но в этом деле есть ряд хитростей. Чтобы результат был удовлетворительным, а процесс не превращался в бесцельный перевод дров над пнем, нужно провести предварительную подготовку. Сначала верхушку пня нужно срезать пилой, насколько это возможно. Затем по периметру пня сверлится ряд отверстий перьевым сверлом диаметром 20-25 мм на расстоянии примерно 10 см от края. Глубина отверстий должна быть около 25 см или более. Для этого вам может понадобиться специальный удлинитель для бит и сверел. Далее просверливаются аналогичные отверстия в стенках пня под углом 45 градусов на расстоянии тех же 10 см от верхнего края. По завершении отверстия заполняются керосином или соляркой, после чего пень необходимо накрыть пленкой и обвязать проволокой или веревкой. Теперь нужно подождать, пока древесина хорошенько пропитается керосином. Этот процесс может занять от нескольких дней до пары недель. В любом случае спешка тут будет излишней, и нарушить технологию можно лишь в том случае, если вы сильно ограничены по времени и хотите решить вопрос в более сжатые сроки. После того, как древесина полностью впитает в себя горючую жидкость, пень поджигают с помощью зажженной бумаги. После поджига пень может тлеть несколько дней, оставив в конце лишь воронку с золой. В целях безопасности перед поджигом от пня стоит отгрести весь мусор и листья, а сам пень обернуть металлической сеткой. Второй способ удаления пней потребует чуть больше времени. На удаление пня потребуется от 1,5 до 2 месяцев. Тем не менее, он пригодится в тех случаях, когда разведение огня категорически противопоказано ввиду особенного расположения пня или торфяных почв. Ведь если начнется подземное горение торфа, остановить его будет практически невозможно. Подготовка пня полностью аналогична предыдущему случаю. Также высверливаются отверстия по периметру и в стенках, но заполняются они не горючими смесями, а калиевой селитрой. Не путать с аммиачной селитрой, от которой толку будет не так много. И затем заливается водой. Это должно резко усилить процесс гниения, и через 1,5–2 месяца пень можно будет легко разбить кувалдой или топором. Правда, этот способ подойдет только для старых пней, постоявших хотя бы год. Свежеспиленные удалить таким образом, увы, не удастся. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.